меня зовут Дима. Сегодняшнее видео будет посвящено теме, как однополой паре из Украины заключить брак в Дании. Первая оговорка, которую стоит сделать, это то, что сегодняшнее видео на самом деле может быть полезно не только однополой паре из Украины, но и разнополой паре из Украины, естественно. Вторая оговорка. Это видео, возможно, будет полезно и людям из других стран, не только из Украины. Но какие-то нюансы могут отличаться, поэтому будьте внимательны. Итак, с чего стоит начать? Начать стоит с документов. Перед заключением брака необходимо подготовить ваши документы для подачи на регистрацию на брак. Справка о том, что вы не состоите или не состоите более в браке. Она берется у нотариуса, которая составляется из ваших слов. То есть нотариус берет ваш паспорт, смотрит, что там нету штампов, и с ваших слов составляет справку о том, что вы не состоите в браке. Укажите в этой справке номер вашего загранпаспорта. Справка составляется в вольной форме. На эту справку нужно сделать апостиль. Апостиль – это международно признанная форма легализации документа одной страны в другой стране. Ставится апостиль в Министерстве юстиции самостоятельно или через посредника за деньги. И к этим двум документам необходимо сделать перевод на английский язык. Удостоверьтесь, что в переводе ваши фамилия, имя, отчество указаны точно так же, как в загранпаспорте. Ставить апостиль на перевод не нужно. То есть апостиль нужен только на справку, но на перевод второй апостиль делать не нужно. Все эти три пункта можно сделать одним махом в агентстве по апостилю. Я бы рекомендовал обратиться в apostille.co.ua. Там я со своим партнером и делали эти справки. А также наши друзья. Следующий важный шаг – это выбор даты регистрации брака. Выберите дату с учетом запаса и спросите датское брачное агентство или коммуну. Коммуна – это ратуша, сити-холл или город администрация. Это все синонимы. Как подбирать запас времени? Дата въезда в Шенген подбирается с учетом запаса времени. Во-первых, залаживайте однонедельный ответ от ратуши плюс ожидание перед подачей на визу. Во-вторых, оформление визы может занять какой-то срок. В-третьих, есть 4-недельная очередь на брак. Пример. Вы написали в ратушу 27 февраля. Вы выбрали подходящие вам даты с запасом. 24-28 апреля 2017 года. С просьбой подтвердить даты и параллельно записались на подачу на визу через неделю, 6 марта. Следующий важный пункт. Вам нужно определиться, будете ли вы прибегать к услугам брачного агентства. Если вы хотите сэкономить деньги и не использовать брачное агентство, то первое, что вам необходимо сделать, это найти сайт коммуны. Там найти контакты. Я приведу здесь контакты города Копенгаген, столицы Дании, и Айро. Это город, расположенный на острове в Дании. Хочу обратить внимание, что в городе Айро очередь обычно идет быстрее, чем в столице. То есть нужно ждать меньше, чем 4 недели. Но зато туда нужно дольше ехать. Когда вы будете переписываться с коммуной, не отсылайте коммуне информацию, которая им не нужна. Им необходимы документы, полный комплект. И все в одном письме, а не в каждом письме по одному документу. В каждом письме необходимо полностью отвечать на все вопросы. Все нужно делать последовательно, потому что с другой стороны тоже сидят люди, у которых много писем, они могут запутаться, перепутать или забыть. Поэтому будьте лаконичны, понятны, последовательны и полны. По e-mail можно полностью все организовать. Из нашего опыта и опыта наших знакомых коммуна отвечала раз в неделю, иногда на следующий день. Итого переписка составила 10 писем. Что нужно сделать? Необходимо запросить регистрацию брака в коммуне. Коммуна вам пришлет бланк плюс банковские реквизиты SWIFT. Вам нужно будет отослать им обратно сканы всех документов и этот заполненный бланк.
Бланк необходимо заполнить, как написано в загранпаспорте. К примеру, если в поле адрес рождения в вашем загранпаспорте указана просто страна, без улицы, города и так далее, да, то вписывайте просто страну. Потом, когда вы приедете, оригиналы всех документов и бланк необходимо будет подать лично. Следующий важный пункт. Составьте подробный план вашего путешествия. Пересадок, остановок, ночевок, транспорта, дат и так далее. Воспользуйтесь Google Maps. Выберите обязательно именно ту дату, на которую вы будете ехать. Потому что может оказаться, что на ту дату припадает, предположим, какой-то праздник. Или будет перекрыта трасса по причине ремонта. То есть Google Maps, как правило, отображает всю эту информацию у себя в расписаниях маршрутов транспорта. Поэтому обязательно используйте точные даты. Следующий пункт. Забронируйте отели и билеты на самолет. Воспользуйтесь примером плана поездки. А также посмотрите пример того, сколько времени заняла подготовка всех документов. Регистрацию брака желательно делать за 3 месяца. К примеру, 3-14 дней может занять бронирование билетов, жилья, справки с работы, с банка, страховой полис. От 1 до 30 дней может занять свидетельство, что вы не в браке, апостиль, перевод, очередь перед подачей на визу. Подача документов в визовый центр. Оформление визы посольства может занять от 7 до 14 дней. Бронь билетов и жилья. Отправка сканированных документов, свидетельства, визы и формы. Это может занять 7 дней. Следующий пункт может занять 1 день. Это оплата за регистрацию брака в любом банке по реквизитам SWIFT. Следующий пункт может занять 4 недели. Это очередь на заключение брака. Это 4 рабочих недели. На Новый год добавляйте 2 недели. То есть получится где-то 6 календарных недель. Следующий пункт – это личная подача оригиналов документов в Дании за 1 сутки до регистрации брака. И последнее – это 1 день, в который вы будете регистрировать, собственно, брак, а также получать, возможно, апостиль на этот брачный сертификат. Апостиль можно успеть получить в тот же день лично, если вы будете заключать брак в Копенгагене. Потому что именно в Копенгагене находится Министерство юстиции. Учтите, что Министерство юстиции работает с понедельника по пятницу с 9 до 12, а в четверг оно работает с 9 до 12, а также с 1:30 до 15:30. То есть в четверг у вас есть большая возможность поставить апостиль лично. Если вы не успеваете в это время, то вы можете заказать, чтобы вам поставили апостиль и прислали по почте. Это может занять до 3 месяцев. Сам апостиль стоит 195 датских крон. Это порядка 26 евро. Пересылка за границу – это дополнительно 90 крон, то есть 12 евро. Если подавать лично, то легализация занимает всего 5 минут. Проплачивать можно по банковским реквизитам SWIFT, заранее через любой банк или по месту. Церемония занимает всего 15 минут, так что если вас записали на брак на 11 часов утра, то вы точно успеете заскочить и поставить апостиль в Министерство юстиции лично. А в четверг за апостилем можно зайти до 15:30. Но учтите, что вы можете и не успеть сделать апостиль в тот же день. Поэтому правильно планируйте свое время. Подготовка к путешествию. Соберите вещи. На 1 неделю вполне достаточно 2 рубах, 1-2 брюк, 1 свитера, 1 пары обуви для города, 1 пары обуви для нарядной одежды, 1 пиджака и уместить оба комплекта в 2 рюкзака. Потому что с большим количеством сумок неудобно передвигаться. Исследуйте цены на мобильный интернет и питание. Потому что Дания не дешевая страна. Закачайте на мобильный офлайн карты и желательно наличие пауэрбанка для вашего мобильного, потому что он может очень быстро разрядиться из-за GPRS и GPS. Передвигаясь на транспорте, следите, что вы следуете по заданному маршруту. Как говорят о правилах дорожного движения, все правила пишутся кровью. То же касается и
всего, что я рассказал ранее. Мы прилетели сначала в Германию, оттуда мы двигались в Данию. Я изучил, как нам двигаться в сторону городского транспорта. Но когда мы вышли, нас сбила одна русскоговорящая женщина. Она нам посоветовала сесть в автобус, который должен был двигаться в сторону Любека. Водитель абсолютно не говорил на английском, он говорил только на немецком. Когда я его переспросил несколько раз, двигаетесь ли вы в сторону Любека, повторил слово Любек, он мне вежливо сказал я. Мы купили билеты и сели. Ни на билетах, ни на автобусе не было никаких обозначений, куда движется автобус. Я специально перепроверил, сфотографировал все знаки на автобусе, и сфотографировал билет, и перевел с билета. При переводе там ничего не было о том, куда движется автобус. И только сев, мы поняли, что он движется не в Любек, а в Гамбург. Поэтому обязательно следите, как вы движетесь, потому что вы можете очень далеко заехать, не заметив, куда вы едете. Цена вопроса для двоих. Во-первых, стоит отметить, что это приблизительная сумма. На данный момент, это на январь 2017 года, но они могут уменьшиться. Предположим, если появятся лоукосты, Wizz Air из Киева напрямую в Копенгаген. Также они могут уменьшиться, если в Украине отменят визы. Они могут и увеличиться, если вы вдруг не любите путешествовать лоукостами, а только бизнес-классом. Итого может быть около 1100 евро за двоих, туда и обратно. Суммарно за все. Вместе с визами, транспортом, питанием, проживанием. Но это очень скромно. Если же вы будете делать все при помощи агентства, то это, скорее всего, добавит к вашим тратам еще 500 евро. Спасибо за внимание. На этом мое видео подходит к концу. Я рассказал о собственном опыте. И если у кого-то возникнут дополнительные вопросы, то я готов ответить на них. Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой внизу этого видео. Удачной поездки. Пока. When I was 22, the day that I met you, and you took my hand through the night.